Когда 2 недели назад мы прилетели в этот отель, мне стало прилетать куча вопросов от подписчиков и даже от незнакомых людей, в том числе от иностранцев. Как вам отель? Расскажите, покажите. Я подумала, класс. Кто бы мог подумать, что обзор на отель All Inclusive будет настолько всем нужен. Ну и в общем, сегодня уже, к сожалению, никто никуда не летит. И, конечно, не очень актуально получилось. Вот, но я надеюсь, что все еще будет хорошо. Мы все с вами еще обязательно полетим в Египет, что отель никуда не денется. Ну и во-вторых, это просто веселый блог, который, я думаю, поднимет вам настроение, поэтому приятного просмотра. Первый раз, видимо, проверяют сертификаты уже после того, как мы вышли из самолета. 100% тут тоже нельзя ничего снимать. Полное несогласование действий. Говорят, идите в банк, оплачивайте визу. Только нам сказали, кто от Пегаса, а остальным ничего не говорят. И что делать, непонятно. Ксения, какие ваши первые впечатления от Египта? Вам нравится? Конечно, очень странное ощущение, когда они такие пограничники, просто доброе утро, по-русски. Все это. Скучали по нам. Паутинка вон висит. Паутинка? Или волосы. Рассвет или это? Панельчики наши родненькие. Впечатляющий ресепшн. Почему-то мне напоминает магазин Apple. Не знаю, где я видела такой магазин Apple. Ну, тут, кстати, довольно прохладненько. Есть, бежим, бежим. Даже 11:45 нам разрешили покусить. У нас даже есть браслетики. Ну что, тут вам больше нравится, чем в туалете в аэропорту? Тут, конечно, да. Конечно, поприятнее, поприятнее. В общем, когда сказали, что у нас осталось 2 минуты, и мы накидали просто все, что нашли. У Ксюши вообще антифотогенично просто. Интересно, стоят пепельницы на столе? Мечта моей мамы, если тут можно курить за завтраком. Очень-очень ветрено. Наш единственный вариант. Люди, правда, загорают, но пока не готовы. Неужели нам реально достанутся вот эти номера, которые нам приглянулись? Бежим смотреть. Неужели у нас... Кажется, у нас одна кровать почему-то. Цена. Не знаю чего. Комфорт. Цена чего? Это даже не назвать комфортом. Так, дубль 2. Спустя сначала час, потом 2 часа. Такое впечатление, что прошло уже просто целая вечность. За $20 в ночь нас соизволили, так уж и быть, переселить в номер с 2 кроватями и больше по площади. В принципе, на этом его преимущества заканчиваются. Но сил уже нет просто никаких. Мне кажется, мы в Таиланд долетели с пересадкой в Катаре и заселились быстрее, чем в этот Египет. Видон тут, конечно, уже просто так себе. Итак, наш дубль 2. Темная пещерка с 2 кроватками. Тоже есть балкончик. Даже есть там вид на море, но у меня же нет сил выйти вам показать. Может быть, он надеялся на деньги, но нет. Уже нет. Уже сил нет, денег нет, ничего нет. Все.
Итак, сейчас покажу вам завтрак. Территория отеля, конечно, красивая. Посмотрим потом подробнее. Но ресторан, он не ресторан, он столовая. Ну вот как бы да. Все видно и понятно. Вот это очередь за чаем. Куча одинаковых блюд на разных тарелочках. Единственное примечательное здесь это огроменное количество булочек и пончиков. Боже, маленькие виноградинки. Но это тоже фишка этих all-inclusive, то что это все как бы одна и та же булочка на вкус, но просто в разном оформлении. Помните мою подругу Любу? Вам очень нравилось видео, как мы ездили закупать ткани. Вот она. Очень колоритно, конечно. Он $4. Один. $1, да, клубника была? Да. А папайя была? Два. $2 килограмм. Это у нас на $5, да? 1 килограмм. Размерчики оцениваем. Спросим у подписчиков, курица или гуля? Конечно, это подрастающий цыпленок. Хай! Вид с балкона. Посмотрите, какой сегодня закат. Почти азиатский. Уникальное зрелище — дождь в Египте. Такое бывает действительно нечасто. Потрясающе, да. Этого мне и не хватало здесь на видео. Бургер-бар — это главная локация для развлечений. Так как было очень холодно, мы научились играть в бильярд, в настольный теннис, в аэрохоккей. В общем, развлекались как могли. Египтяне вообще не подготовлены к дождю, поэтому как только пошел дождь, сразу стало заливать пол, и они сразу заставили закрыть бильярд. А заделать дырку в потолке — это нет, это не подходит.
Вам, наверное, может показаться, что мой обзор носит негативный характер, но на самом деле это не так, просто нужно понимать, зачем вы едете. Если вы едете знакомиться с новыми людьми, танцевать, тусоваться, загорать, то, конечно, этот отель супер. Если вы хотите какой-то уровень сервиса, спокойствия, то, наверное, это не совсем ваш вариант. Ну, несомненным плюсом можно назвать вот это огромное количество заходов, эту красивую голубую воду. Но сейчас слишком холодно. Сегодня, наверное, единственный такой теплый день, когда можно спокойно стоять в купальнике. Вода просто леденющая. Но летом, точнее, в сезон, я уверена, что тут очень хорошо, потому что огромная территория, по которой люди могут рассеяться, и можно, ну, не толпиться, как в ванночке, а всем хватит места, даже когда отель заполнен. И второй, конечно, плюс этого отеля – это нормальная музыка по вечерам. Если вы любите танцевать, то здесь не такой формат, когда танцуют 2 ребенка и 3 бабулечки под российские песни. Здесь действительно относительно неплохая музыка. Что плохо? Ну, не то чтобы плохо. Мне кажется, питание... Ну, конечно, всегда можно найти, что поесть, но вот по сравнению, как мы обсудили, с турецкими отелями, наверное, в Турции бывает более высокий уровень питания. Сервиса как такового здесь нет, ну, то есть халаты, тапочки, такого нет. Попросить принести в номер бокал, такого тебе ничего не принесут, вынести тайком тоже не получится. Ну, то есть, не знаю, я давным-давно не была в all-inclusive, наверное, это типично для таких мест. Получается, что можно заходить в воду и вон оттуда, и вон оттуда, и оттуда, и вон там находится та гавань, которую я только что показывала. Конечно, несомненно еще плюс, что нет детей, но при этом анимация немножко нестандартная, никаких там вечерних шоу, как иногда бывает в отеле, тут такого нет. То есть тут просто днем какая-то вечеринка там в 3 часа и вечером дискотека. Но опять же, по поводу сервиса, когда вы заселяетесь, вам никто не рассказывает, какая там программа, не программа. Понятно, что все это можно узнать самостоятельно, но они вообще на этот счет особо не заморачиваются. Здравствуйте, а кто тут улыбается у нас? Кто такой красивый? Торсицы, конечно, знатные тут иногда. Даже жаль, что мне их нельзя. Сегодня есть даже клубника. Вот это единственный на всей огромной территории более-менее теплый бассейн. Ну и глубина здесь как бы 80 сантиметров. И, я не знаю, дай мне телефон, я прям покажу, потому что он вообще не чистый. Тут плавают какие-то волоски, просто песочек. И типа его только что, ну, утро должны были, наверное, почистить. Но нет. Зачем вот это вот убирать? Это не нужно. И вот большой бассейн, он как бы тоже типа теплый, но еле-еле. И вообще в этом минус, что очень мало мест, где можно погреться, все время холодно, если вдруг ветреный день. Мне даже подписчица об этом написала, что они были и очень сильно мерзли, в принципе, как и мы, потому что все открытое, ничего не приспособлено для ветреной, холодной погоды, так что имейте в виду. Ну такой тепленький, ну такой, ну еле-еле тепленький прям еле-еле. Зато волос не видно, потому что, наверное, глубокий. Кстати, он теплее, чем как будто бы в первый день. А тот холоднее. Вот фотогенический тут коврик на выходе лежит прям. Если вас заселяют вот в эти номера возле бассейна, то имейте в виду, что номеров здесь, кстати, много прям. Дневного сна у вас не будет, потому что вот здесь вот постоянно играет музыка вот в этом баре, ну, днем, практически нон-стопом. Ну и для девочек, если это актуально, потому что я не фоткала ничего в этой поездке практически, но здесь очень много красивых фотолокаций, где можно сделать действительно стильные фото, а не просто фото и я лежу на пляжу. Вот, например, бар, вечером это какой ресторан? Греческий ресторан. Вот здесь очень симпатично. Это одна просто из миллиона локаций, в которых можно пофоткаться.
По поводу погоды, наверное, я уже говорила и показывала, что было очень, прохладно. Прям мы не ожидали, что будет настолько прохладно, не взяли столько теплых вещей. Но год на год не приходится, потому что я однажды была в январе, и было прохладно, но море было теплое. А сейчас оно просто абсолютно ледяное. Вот, поэтому... И сегодня, конечно же, мы уезжаем, и погода уже хорошая. Я вот с утра уже в платье, не в кофте с длинным рукавом. Поэтому, будьте готовы просто... Имейте в виду, смотрите погоду, не знаю, не угадаешь. Может быть холодный ветер и будет действительно холодно. То есть я думала, что можно вечером в юбке и в толстовке. Нет, то есть прям холодно-холодно, хочется пальтишко накинуть. Очень красивое местечко, но только раньше здесь была кальянная. Наверное, это выглядело круто. Но сейчас ковидные меры, и здесь есть, говорят, только чай, и тот платный. Но мы ни разу не ходили. Очень красиво выглядит, конечно. Вот еще почему я не люблю ездить турами. Замечательный Пегас, вместо того, чтобы везти нас в аэропорт, привез нас в какой-то магазин, да, хотя время, вылет у нас уже меньше, чем через 3 часа. И судя по времени, которое нас возили, мне кажется, мы вот вообще не в сторону аэропорта ехали. И как бы выбора у тебя нет. Теперь я думаю, что нужно было ехать на такси. В общем, будьте готовы. Если вы не хотите заниматься вот таким, вызывайте заранее такси и предупреждайте гида, чтобы вас не ждали. Что мы где-то вообще на какой-то непонятной окраине. Ладно, тут еще что-то приличное было. Это просто что? Облезлое такое все. Какой-то маленький магазин. По поводу алкоголя. Когда я выкладывала этот отель в сторис, мне подписчица написала, что там ужасный алкоголь, ничего на всякий случай не пейте, лучше, только пиво. Я подумала, наверное, не может быть алкоголь, совсем плохой. В общем, я попробовала вино, оно отвратительное, я его не пила, вот, и, действительно, более-менее можно пить только пиво, потому что все остальные напитки, они очень сомнительные, очень сладкая у них газировка, поэтому, если это какой-то джин-тоник, то, это просто невкусно, поэтому имейте в виду, и лучше просто берите с собой что-нибудь из duty-free, особенно газировку нормальную, если вы решаете какие-то коктейли. У Хургады какой-то супер досмотр. Сначала на входе они открывают все рюкзаки, они что-то там копаются, какими-то бумажечками водят, и потом просят записаться в список, потом ты регистрируешься, и все опять заново. Они заставляют разуваться, они обыскивают, они еще... Я не знаю, что они хотят найти, но при этом они ни разу на таможне не попросили даже опустить маску и не забрали воду. В общем, непонятно. Такого я еще не видела, просто посадка закончена, говорят. Здесь вроде люди. И главное, у нас в какой-то веке мы решили платить за места, конечно же. Конечно же. Мало мест в самолете.